Привет всем, кто совершил удачный клик и присоединился к нам. Пришло время вспомнить былое и вернуться к Excel. Сегодня мы раскроем секрет поиска и удаления дубликатов. Будьте внимательны, мы начинаем. Например, у нас есть таблица, в которой нам необходимо найти и удалить дубликаты. Первым делом выделяем диапазон данных, в котором будет происходить поиск дубликатов. Затем на вкладке «Главное» раскрываем кнопку «Условное форматирование», находящуюся в группе стиля, и после этого нажимаем кнопку «Правила выделения ячеек» и выбираем команду «Повторяющиеся значения». В появившемся окне Excel дает нам возможность форматировать ячейки, которые содержат повторяющиеся или уникальные значения. Например, я могу изменить цвет, которым будут выделены дубликаты. Нажимаем ОК. Как мы видим, в нашей таблице произошли изменения, и теперь дубликаты выделены зеленым цветом. Первая часть секрета раскрыта, приступаем к удалению дубликатов. В первую очередь необходимо выбрать нужный диапазон или просто встать в одну из ячеек. Далее на вкладке «Данные» в группе «Работа с данными» выбираем «Удалить дубликаты». Чтобы удалить повторяющие значения, необходимо выделить один или несколько столбцов, содержащих их. Ниже у нас указаны наши наименования столбцов. Если мы нажмем ОК прямо сейчас, то Excel не найдет повторяющиеся значения, потому что поиск осуществляется по всем столбцам, а столбец порядковый номер у нас уникальный. Поэтому нам необходимо немного изменить отбор для удаления дубликатов. Для этого также выделяем диапазон и переходим во вкладку «Данные», в группу «Работа с данными» и выбираем «Удалить дубликаты». И сейчас я убираю галку с порядкового номера, чтобы Excel не учитывал данный столбец при удалении дубликатов. Нажимаем ОК. Поздравляем! Найдено и удалено два повторяющихся значения. Теперь наша таблица уникальна. Вот и все. Еще одно дело раскрыто. Мы очень надеемся, что данное видео было для вас полезным, и теперь вы с легкостью сможете находить и удалять дубликаты. И для тех, кто хочет продолжить с нами наше расследование, предлагаем внимательно посмотреть на набор букв и символов под лампой. Есть какие-то предположения о деле номер 6? Кто этот незнакомец? Делитесь своими версиями и предположениями, а также впечатлениями в комментариях. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк. Всегда ваш удачный клик!